Давненько у нас на канале не было Warm Audio. Я заметил по комментариям, что их оборудование нравится не только нам, но и вам, поэтому встречайте новинку. Микрофон Warm Audio WA Classic на канале «Давай запишем», где, я напомню, мы с вами общаемся на тему про аудио. Друзья, здравствуйте, мы начинаем. Поскольку сегодня мы с вами делаем полноценный обзор на этот микрофон, то весь звук в сегодняшнем ролике будет записан с помощью WA Classic. Для своего голоса я выбрал направленность кардиоида, как самая оптимальная. Подаем фантомное питание, потому что это конденсаторный микрофон, и усиление со звуковой карты у меня идет в 45 дБ. Для этого ролика нам удалось выцепить сразу два комплекта, поэтому я предлагаю вам этот микрофон оставить на стойке, взять вторую коробочку, раскрыть ее и посмотреть, что же мы с вами получаем при покупке WA Classic. Достаточно интересный и захватывающий все-таки анбоксинг. Мне нравится, что мы вернули вот эту традицию анбоксингов, все-таки мне их действительно не хватало. Итак, сверху мы с вами видим вот такой альбом с различными графическими материалами, которые касаются продукции от Warm Audio. Выполнен достаточно красиво, качественно, большего от него и не требуется. Еще немножко макулатуры, на этот раз, которая будет посвящена этому микрофону. Дальше у нас небольшой шильдик, на котором написано, что микрофон был оттестирован и принят Скоттом Стоуном из США, Остин, Техас. Мы можем быть с вами полностью уверены в том, что микрофон работает отлично. Скотт Стоун звучит как имя какого-то актера, не иначе. Так, давайте смотреть дальше. Это убираем за ненадобностью. Ну, конечно же, наш взгляд приковывается вот к этому деревянному кейсу, который я приоткрою, и внутри мы с вами найдем микрофон. То же самое, что и сейчас у меня висит на стойке. Давайте я его выставлю покрасивше. А коробочку мы закроем. Держатели. И это очень интересно. В комплекте у нас идет как паук. Вот такой. С виброразвязкой, который будет глушить ненужные вибрации низкочастотные. Например, если вы случайно занедите стол или стойку, вот эта штука поможет справиться с вибрациями. К пауку есть резиночки дополнительные, потому что иногда они выходят из строя, иногда они рвутся, иногда они банально теряются, и это очень хорошее дополнение к пауку. И вместе с пауком мы получаем вот такой шарнирный держатель. Если вдруг по какой-то причине вам не нужен паук, можно микрофон закрепить будет сюда. Хотя, с другой стороны, я не знаю, зачем нужно использовать шарнирный держатель, если в вашем распоряжении имеется паук. Это широкомембранный конденсаторный микрофон, классическое название которого взято не с потолка. Комплектующие для этого приемника подбирались так, чтобы своим звучанием нас максимально приближать к тому самому звуку микрофонов из 60-х, при этом не унося стоимость за микрофон в какие-то заоблачные дали. Микрофон многоцелевой, что в принципе вполне стандартно для широкомембранных кондеров. Здесь есть три направленности: круг, кардиоида, восьмерка. Повторюсь, что сейчас мы используем кардиоидную направленность. Могу вам ради интереса дать послушать круг. Вот так звучит круговая направленность на моем голосе. И давайте послушаем штат на восьмерочку. И уже вот так звучит восьмерка. Давайте вернемся на кардиоиду, потому что она отсекает комнату, и это здорово. Вполне логично, что таким микрофоном можно пользоваться не только на записи голоса, но и во время звукозаписи различных музыкальных инструментов. Три направленности и специальные функции нам в этом помогут. О функциях. На корпусе мы с вами найдем два дополнительных переключателя. Первый позволит задать фиксированное послабление в 10 дБ, так называемый аттенюатор. Он и достаточно большой запас по максимальному звуковому давлению 132 дБ позволит записать даже самые
громкие источники. Также здесь есть фильтр высоких частот на 80 Гц, который позволит срезать весь ненужный низ, если, конечно, он не нужен вам на финальной записи. Посмотрим АЧХ. Сейчас на своем экране вы видите графики для всех трех направленностей. Стандартный диапазон от 20 Гц до 20 кГц. Чуть ранее я уже упоминал о комплектующих. Давайте на этом пункте остановимся еще ненадолго, потому что это достаточно важно. Поймите меня правильно. Когда вы хотите получить старые добрые Нойманы из еще прошлого столетия, когда вы живете в прошлом столетии, у вас есть куча различных расходников из того самого столетия, трансформаторы, капсули, конденсаторы, склады завалены, бери, клепай, выставляй на рынок, все, в принципе, достаточно просто. Но сделать то же самое в современную действительность, 21 век, достаточно проблемно. Потому что, опять же, нету тех же трансформаторов, нету тех же конденсаторов. Ну, они есть, возможно, но это штучные экземпляры, которых никак не хватит на потоковое производство. Естественно, Worm Audio занимаются этим самым вопросом. Они используют референсные микрофоны, сравнивают в студии их и подбирают современные комплектующие, чтобы в своем симбиозе они давали максимально похожий звук. Например, для этих целей используются компоненты таких именитых фирм, как Vimma и Cinemac USA. Поскольку сегодня у нас на руках оказалось сразу два вот таких микрофона, то я предлагаю вам сделать сдвоенный тест. Как мы его с вами проведем? Пригласим в нашу студию музыкантов, вокалиста и гитариста. Каждый музыкант получит по своему собственному WA Classic. Направленность в виде кардиоида. Каждый микрофон будет изолированно снимать свой источник. В дальнейшем на этапе сведения мы сможем отдельно работать, отдельно обрабатывать как вокал, так и гитару. Ну и, естественно, послушать результат. Давайте этим и займемся. It's the beautiful sea, just to be happy. You and I, well, like diamonds in the sky. You shoot and stare I see, wishing that ecstasy. When you hold me, I'm alive, well, like diamonds in the sky. I knew that we become alright away, alright away. Of sunrise, I saw life inside your eyes. Tonight, you and I, beautiful like diamonds in the sky. I do, so and light, beautiful diamonds in the sky. Под конец этого ролика я бы хотел подкинуть немножечко пищи для размышлений. Во многих пресс-релизах WA Classic значится как лимитированная, ограниченная серия. С другой стороны, многие сравнивали этот микрофон с WA-87 и говорили, что они действительно очень и очень похожи друг на друга. Попахивает на самом деле какой-то теорией заговора. С другой стороны, возможно, мне стоит перестать смотреть РЕН-ТВ на ночь, кто знает. В любом случае, сегодня у нас был обзор на такую рабочую лошадку. Да-да, без ложной скромности, этот широкомембранный кондер вы можете использовать и на вокале, и на дикторском голосе, что, по сути, мы сегодня с вами и проделали, и на музыкальных инструментах, причем на самых экзотичных. В этом нам будут помогать 3 сменные направленности, обрезной фильтр, а также фиксированное послабление на 10 дБ. Мне будет очень интересно узнать именно у вас, что вы думаете по поводу этого микрофона, отсылает ли он вас своим характером звучания к 60-м годам прошлого столетия. Если да, то напишите в комментариях. Друзья, напоминаю, что это был канал «Давай запишем». Напоминаю, что именно здесь мы с вами общаемся на тему про аудио. Если видео пришлось вам по душе, то не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, ведь впереди много нового интересного из мира про аудио. Ну а я не прощаюсь. Я говорю до свидания. До встречи в следующем ролике. Алексей, что ты думаешь о воде Pop Music?
Тут Сейчас. нужна эта музыка из рекламы. Секунду. Алло. Алло. Очень быстро.